Глава 153. Голос принадлежал мужчине и звучал совершенно незнакомо. Селянь невольно понизил голос, даже зная, что с другой стороны его не услышит, кто-то явился. Возможно, он враждебно настроен к генералу Пэю. Мы должны поспешить и поскорее найти их. Тем временем пленников случившееся немало потрясло. Лишь через какое-то время Пэймин заговорил: «Позвольте узнать, ваше превосходительство, кто перед нами? Раз дело зашло так далеко, почему бы не явиться в истинном обличии? Об этом надо тебя спрашивать», — ответил незнакомый голос. «Наверняка это кто-то из твоих врагов. Скорее всего, демоница. Опять из-за тебя попали в передрягу», — сказала Лин Вэнь. «Ты с честными глазами несешь полный бред. Да где же эта тварь хоть немного походит на демоницу? К тому же он схватил не только меня. Может, это кто-то из твоих недоброжелателей. Ладно, не стоит в такой момент сваливать вину друг на друга. Будем справляться сообща. Возможно, что это наш общий враг. Не припоминаешь никого похожего? Не припоминаю. Таких слишком много». Незнакомый мужчина, похоже, подошел ближе, его голос зазвучал громче. Однако кое-что удивило селяня: он не услышал звука его шагов, а только странное бум-бум. «Может, хоть капля совести у вас найдется, чтобы не заигрывать друг с другом на моих глазах?» Заговорил он. По всей видимости, формулировка фразы и тон, которым она была сказана, выдали владельца голоса. «Вы — совершенный владыка Цзиньвэнь?» Помолчав, спросила Лин Вэнь. Ответа не последовало. Пэймин, кажется, тоже немало поразился. «Совершенный владыка Цзиньвэнь». Но постой, разве он мог вести столь грубой речи? Лин Вэнь усмехнулась. Он всегда именно таким и был. С другими говорил так, со мной — иначе. Разумеется, тебе кажется, что это на него не похоже. Селянь в свою очередь нахмурился. Совершенный владыка Цзиньвэнь, принцу показалось, что он где-то слышал этот титул, однако не мог сказать наверняка. Походило на бога литературы, но среди богов литературы было слишком много тех, чьи божественные титулы содержали слова «вэнь», как «литература», «цзин», как «почтение», или же «цзин», как «спокойствие». Тем временем Пэйсу тихим голосом объяснил: совершенный владыка Цзиньвэнь был тем, кто избрал совершенного владыку Лин Вэнь себе в помощники. Это предыдущий. Первый бог литературы. Тут и селянь наконец вспомнил. Во времена его первого вознесения Лин Вэнь являлась лишь младшим служащим Дворца литературы в чертогах Нижних Небес. А первым богом литературы Верхних Небес была не она, а другое божество. И похоже, что тогда этот пост занимал именно совершенный владыка Цзиньвэнь, но теперь Цзиньвэнь давным-давно забыт, на 8 сотен ли вокруг не сыщешь дворца Цзиньвэня. Селянь, не сдержавшись, произнес: «Так, значит, они все давние знакомые. Но почему же не поговорить спокойно? Обязательно сразу нападать, хватать и связывать?» Хуачен же ответил: «Именно по причине давнего знакомства обязательно сразу нападать, хватать и связывать». Как только Хуачен замолчал, вновь заговорил Цзиньвэнь на той стороне. Поскольку его раскрыли, он решил сохранить достоинство, сменил маску и заговорил более возвышенно. Но только в шелках его речей прятались иглы. «Наньгун, ты ведь так удачно устроилась первым богом литературы в чертогах Верхних Небес. Зачем разбила свою золотую чашку и прибежала сюда?» Пэймин ответил: «Видишь, он по твою душу. В этот раз все из-за тебя». Цзиньвэнь возразил ему: «Генерал Пэй, не стоит думать, что я здесь, чтобы поквитаться с Наньгун, а ты вовсе ни при чем. Из-за этой мерзавки в моих храмах угасли огни благовоний, она тайно посылала людей, чтобы рушить мои монастыри да подкидывать дров в костры. Думаешь, мне неизвестно, кто предоставил ей для этого своих младших служащих?» Цзиньвэнь продолжал: «Наньгун, и ты бы тоже не смеялась. Напрасно я когда-то оценил тебя и из стремления помочь таланту избрал своей помощницей. Так-то ты мне отплатила. Позабыла об оказанной милости и долге. Поистине самая жестокая вещь на свете — женское сердце.
Я ждал этого дня очень долго. Очень долго. Селянь прикрыл лоб ладонью и подумал, 3 опухоли поистине заслуживают своего прозвища. Поступки, совершаемые ими, один хуже другого. К неожиданности принца Линвэнь спокойно ответила: «Совершенный владыка Цинвэнь, сейчас здесь только мы, и раз уж вы решили нас бранить, к чему теперь прикидываться невиновным? Вы действительно выбрали меня в помощники из стремления помочь таланту. Пусть другие не ведают, почему вы меня избрали и как относились ко мне после, но ведь вы сами должны знать это как никто другой». Селяню становилось все любопытнее. Что же произошло между совершенным владыкой Цзинвэнем и Линвэнь? «Младший генерал Пэй, вам это известно?» Пэйсу, который также внимательно слушал, ответил принцу: «Простите. Тогда я еще не вознесся и знаю немного». Селянь заподозрил, что теперь бедняга всю жизнь будет разговаривать отрывисто. Хуачен привлек его внимание: «ГГ, не нужно спрашивать кого-то еще. Достаточно спросить меня». Селянь удивился. Неужели Сань Лану известно даже о таких стародавних событиях в чертогах верхних небес? Выходит, принц не ошибался, и Хуачен действительно прекрасно осведомлен о деяниях крупных чиновников небесных чертогов, как о темных, так и о светлых. Не обманув ожиданий, Хуачен кивнул и поведал Селяню следующее. Оба бога литературы, Цзинвэнь и Линвэнь, являлись выходцами из государства Сюйли. При этом первый был старше последний на несколько сотен лет, прочно укрепился в государстве Сюйли, и первоначально двое не имели никаких точек пересечения. Но однажды в государстве Сюйли проводился обряд поклонения богам литературы, который включал в себя небольшое состязание. Молодым образованным людям полагалось написать сочинение на тему государства Сюйли, при этом содержание могло быть самым разнообразным. Работы без подписей вывешивались в самом большом храме бога литературы. В ту пору им являлся храм Цзинвэня. Критиками выступил простой народ, они и выбирали лучшие сочинения, чтобы отметить автора наградой. Как раз в те времена совершенный владыка Цзинвэнь спустился в мир смертных для праздной прогулки. Ему пришло в голову обернуться обыкновенным студентом и поучаствовать в состязании. Один взмах кисти, и готово, он написал длинное блистательное сочинение, в котором воспел величие государства Сюйли, уверенный, что сумеет выделиться среди прочих. Если представить, что при обнародовании результатов состязания именно его работа окажется лучшей, а после откроется истина, что победителем стал двойник самого совершенного владыки Цзинвэня, это, бесспорно, обернется прекрасной легендой, которая разнесется с молвой по свету и будет передаваться грядущим поколениям. То было бы великолепное и гармоничное развитие событий. Однако случилась весьма неловкая неожиданность. По завершении церемонии поклонения обнародовали результаты состязания. И победителем вышло не слово о Сюйли, авторство Цзинвэня, а размышление об управлении страной под названием «Антисюйли». Весьма неловкий поворот событий. Впрочем, довольно интересный для сторонних наблюдателей. Селянь спросил: Сань Лану приходилось читать то самое «Антисюйли»? Приходилось. ГГ, если захочешь, я как-нибудь перескажу тебе в общих чертах. Селянь поспешно отказался, не стоит утруждаться. Впрочем, раз уж работа превзошла труд уже вознесшегося совершенного владыки Цзинвэня, наверняка написана она была очень хорошо. Хуачен дал свою оценку: неплохо, но не настолько гениально. Все дело в том, что тогда внутренняя обстановка в государстве Сюйли оставляла желать лучшего, в народе росли недовольства. И такое произведение как раз пришлось людям по вкусу. Поэм, подобных слову о Сюйли, существовало великое множество, они давно опостылили всем и каждому. Разумеется, в таком сравнении «Антисюйли» победила. Селянь кивнул. Но в творчестве не бывает первых. И на самом деле ничего страшного в случившемся нет, тем более, что они написали совершенно о разных вещах. Хуачен согласился: верно. Сначала Цзинвэнь тоже так считал. В государстве Сюйли повсюду стали искать автора «Антисюйли», но, конечно, никто не желал признаваться. Кто посмеет такое признать? А охочих до славы самозванцев очень легко разоблачали.
Вскоре, поскольку произошедшее привлекло внимание государственной стражи, сочинение победителя изъяли из участия в церемонии. Совершенный владыка Цзинвэнь был недоволен результатом и сердито пыхтел, выказывая несогласие. Но спустя несколько месяцев позабыл. Беда в том, что еще через несколько месяцев среди богов литературы чертогов верхних небес разлетелись поразительные слухи. Автор сочинения, победившего на церемонии в честь бога литературы, все-таки был найден, и его схватили и посадили в темницу. Им оказалась молодая женщина, что торговала обувью на рынке. Вот так новость. Селянь, ты торговка обувью, Хуачен, да. В бытность смертной Наньгун Цзе этими занималась. Неудивительно, что принцу не раз приходилось слышать, как люди за спиной называли дворец Линвэнь дворцом поношенных туфлей. Селянь считал, что это не то, о чем следует спрашивать, поэтому и не знал о происхождении прозвища. Изначально никто бы не стал связывать какую-то торговку обувью с сочинением «Антисюли». Но дело в том, что женщина иногда помогала людям переписывать книги, писать письма, романтические стихи и тому подобное, тем самым зарабатывала кое-какие деньги. Однажды кто-то заметил, что ее почерк очень похож на тот, каким написано пресловутое сочинение, пожаловался наверх, и женщину арестовали. Узнав об этом, совершенный владыка Цзинвэнь одним росчерком пера избрал женщину по имени Наньгун Цзе себе в помощники. Следует сказать, что в те времена среди небесных чиновников женщины встречались крайне редко. Не то чтобы их не было совсем, но большинство заведовали цветами и травами, рукоделием, искусством песни и танца. И если требовалось избрать себе помощника, никто не желал иметь в подчиненных женщину. Богини литературы тем более являлись большой редкостью. Девушки в храмах богов литературы, все как одна, поражали прекрасной внешностью. Они не работали с документацией, лишь растирали тушь в тушечницах да раскладывали бумагу. Словом, были просто нежными благоухающими украшениями, а не настоящими служащими. Подобным жестом совершенный владыка Цзинвэнь среди богов литературы заслужил славу того, кто стремится сберечь талант. Все восклицали, как же повезло маленькой женщине встретить такого, как Цзинвэнь, благородного небожителя, разбирающегося в истинных дарованиях. Он ведь не только освободил ее из темницы, но еще и помог взлететь на верхнюю ветку и обернуться фениксом. Звучит как прекрасная легенда. И вот теперь оба главных героя этой прекрасной легенды сошлись в агрессивном противостоянии. Цзинвэнь тем временем заговорил вновь. «Я всячески тебя ценил, а в твоих устах все переворачивается, будто я причинял тебе зло». Линвэнь всегда относилась ко всему уважительно, не заискивала, но и не проявляла высокомерия. Однако сейчас в ее словах послышалась насмешка: «Да бросьте. Довольно и вам повсюду вещать о том, как сильно вы меня ценили. Будь это так, вы бы не заставляли меня на протяжении нескольких десятков лет прислуживать каждому служащему вашего дворца, подносить чай и воду, чтобы стереть ошибки в черновиках. Не отправляли бы за сотни ли, чтобы забрать единственную рукопись какого-нибудь поэта. И не заставляли бы на каждый праздник без передышки подносить дары другим чиновникам». Селянь, подумав, припомнил, так все и было. Во времена его первого вознесения каждый раз он видел Линвэнь за какими-то мелкими поручениями. Именно поэтому принц и запомнил ее, слишком много дел сваливалось на голову этой младшей служащей. Цзинвэнь ответил, говоря по существу: «Ты просто ненавидела меня за то, что я тебя не повышал. Но почему бы тебе не задуматься, по какой причине я этого не делал, Линвэнь, по какой причине? Я бы тоже хотела знать. Будучи простой смертной, я еще могла выделять свободное время на чтение и написание работ. Даже в темнице я, по крайней мере, могла посвящать время уединенным размышлениям. А после того, как стала вашей помощницей, не было ни секунды, чтобы я не работала как лошадь, ползая на коленях по мелким поручениям. Если хотели замучить меня, выбрали довольно неплохой способ». Цзинвэнь сорвался на крик: «Наньгун! Даже теперь ты не желаешь признавать вину». Линвэнь переспросила: «В чем же моя вина? Да неужели это моя вина? Я поручал тебе дела, которые лучше всего тебе подходили.
Если бы ты не справилась даже с такой ерундой, как я мог поручить тебе что-то более важное? Я закалял твой характер, давал возможность совершенствоваться. Тебе самой не хватало способностей. Как можно винить меня в том, что ты не получала повышения? Твои амбиции взлетели высоко, но ты сама, будучи женщиной, не могла достичь таких высот. Ты должна признать этот факт. Лин Вэнь рассмеялась, словно ее разгневали его слова. Она произнесла, понизив голос: «Хорошо. Вы говорите, что я не могла достичь таких высот. Что ж, позвольте узнать, достигали ли дворцы Цзинвэня на пике своего благоденствия хотя бы колен моих дворцов?» Селянь почувствовал, как все сильнее разгорается в их речах огонь прошлых обид и гнева, и подумал, что нельзя позволять им продолжать в том же духе. Выхода нет, придется прибегнуть к довольно грубому способу. Он нанес удар кулаком прямо в землю, и вместе с оглушительным грохотом вокруг него в тот же миг образовалась огромная яма в 4 чжана. Хуа Чен сразу понял, что он собирается сделать, и воскликнул: «ГГ!» Селянь помахал рукой перед лицом, разгоняя пыль, и, закашлявшись, объяснил: «Так будет быстрее. Я иду в эту сторону. Сань Лан, ты и младший генерал Пэй. Побудьте неподалеку». Вообще-то принц намеревался определить Хуа Чена и Пэй Су в других направлениях, но сейчас состояние обоих не шло в сравнение с его собственным. Однако Хуа Чен, разумеется, не мог послушаться и преспокойно сидеть в стороне. Он выбрал направление, противоположное Селяню, призвал Эмин и вонзил клинок в землю. Эффект получился такой же, как от удара Селяня. С каждым разом они производили громкий шум, отдаляясь друг от друга. Спустя множество попыток Селянь прислушался, но Пэй Мин и Лин Вэнь никак не отреагировали, видимо, не слышали грохота. А Цзин Вэнь тем временем, будто Лин Вэнь надавила ему на больное место своими речами, расхохотался от переполняющего его гнева. Он сорвал маску вежливости и вновь превратился в язву, которая осыпает проклятиями бесстыжую парочку. Наньгун Цзе поменьше бы задирала нос, подобно подлецу, что получил власть. Если бы я тогда тебя не избрал, неизвестно, скольких выродков ты бы нарожала, пока сидела в темнице в мире смертных. Манерами в этих речах и не пахло. Селянь едва не запнулся, нанося очередной удар в землю. Даже Пэй Мин не смог дальше слушать. «Ты ведь бывший бог литературы, нельзя ли не опускаться до подобной низости?» Цзин Вэнь не унимался. «Наньгун, погляди. Твой любовничек тебя еще и защищает. Как генерал Пэй с его-то славой может обвинять меня в низости? Лин Вэнь, кого еще в своей голове ты не назвал моим любовником? Хотите посчитаться? Так пройдемся же по всем счетам». Селянь уже отошел на довольно приличное расстояние и снова нанес удар. На этот раз Лин Вэнь насторожилась, что это за звук. Селянь про себя обрадовался, нашел верное направление, Пэй Мин и Лин Вэнь его услышали. Кто-то на поверхности сражается. Предположил Пэй Мин. Селянь продолжил стараться, отбежал еще на несколько чжанов и нанес удар. Пэй Мин воскликнул: «Звук приближается. Какая разрушительная сила! Она исходит прямо сверху». Здесь Селянь вместо кулака взялся за фансинь, замахнулся и ударил, и ярко сверкнула ци меча. Земля с грохотом провалилась, и принц упал в образовавшуюся яму, из которой повеяло холодом. Молясь о том, чтобы не завалило Пэй Мина и Лин Вэнь, Селянь помахал рукой, рассеивая пыль в воздухе, поднялся и развернулся с мечом в руке. Цзин. Но в тот момент, когда перед ним предстал истинный облик совершенного владыки Цзинвэня, Селянь невольно округлил глаза.